Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим все вкусно, красиво, быстро, эстетично. Ну и, конечно же, самое главное, что мы с вами готовим полезно. Дорогие мои друзья, вы знаете, что я экспериментирую очень и очень много и пытаюсь адаптировать какие-то экзотические рецепты под нашу европейскую кухню. И вот сегодня я вам предлагаю сделать один рецепт, который называется мясной кальцоне. Кальцоне звучит великолепно. Это итальянское блюдо, которое произошло в 18 веке, когда были очень и очень модные такие широкие штаны. По-русски, наверное, это называется кальсоны. Но у нас это было что-то другое, да, не просто модные штаны, а какая-то нижняя одежда. Ну вот, кальсоны. Итальянцы назвали свою пиццу, которая была в такой лунообразной форме. Я бы сказала, она похожа на наш чебурек. Но это кальсоны по-итальянски, она делается из теста с сыром тертым моцарелла, с помидорами сушеными. В общем, рецепт я немножко переделала. И вместо теста мы с вами сделаем корж из натурального рубленого мяса. И посмотрите, как это все быстро делается, как это все вкусно, как полезно. И, в общем, не буду вас утомлять. Идемте готовить. Для приготовления нашего блюда нам с вами сегодня понадобится из орудий труда противень с пергаментной бумагой, силиконовая лопатка, ложка для вымешивания фарша, вилочка, маленькое полотенце. Ну и из продуктов питания 500 грамм любого фарша, может быть куриный, смешанный, свиной, какой вы любите. Небольшая мисочка с водой, в которой мы будем смачивать наши руки, немного растительного масла, буквально 7 черри помидорчиков, 100 грамм измельченного корнфлекса, который у меня из цельнозерновых злаков. Я потом позже покажу, как он выглядит. 5 перышек зеленого лука, 10 колечек сладкого болгарского перчика, немножко салата или шпината, что у вас есть, 7 сушеных помидоров, которые были в масле у меня уже, 100 грамм тертого сыра моцарелла, 100 грамм песто и 1 столовая ложка любых совершенно специй, которые мы с вами добавим в фарш. Вот такой у нас сегодня набор продуктов. Ну, конечно же, нам для того, чтобы приготовить наше блюдо, понадобится еще и духовка. Ну что, начинаем готовить. К нашему фаршу мы добавляем любые специи. И все это тщательно перемешиваем ложечкой или же чистыми ручками, как вы любите. Фарш хорошо перемешали. Попробуйте обязательно на соль, потому что у меня, например, специи были уже и с перчиком чили, и с солью. То есть соль я больше добавлять никуда не буду. Теперь мы фарш отставляем в сторону, берем противень с пергаментной бумагой и будем делать наш коржик, так скажем. Смачиваем ручки в воде холодной и будем выкладывать наш фарш на пергаментную бумагу. Будем делать такой овал. Наша лепешечка должна быть довольно тонкой, чтобы она хорошенечко пропеклась. Благодаря воде нам очень легко разравнивать фаршик. Фарш делается более податливым. Ну вот что у меня получилось. Мне кажется, довольно-таки неплохо, тоненько и все красиво. Теперь мы должны наш фарш смазать песто. Я прям выкладываю все, что у меня есть в мисочке. И лопаточкой сейчас все это разровняем по всему коржику. Песто придаст очень и очень пикантный вкус нашему блюду и остроту. Песто может быть абсолютно любым, может быть зеленым, как у меня сегодня, можете взять красное из помидоров, это не имеет никакого значения. Вот, теперь в
произвольной форме мы с вами будем выкладывать все остальные прелести. Я хочу сначала бросить лучок, сладкий перчик. Можно накладывать на одну половинку, как вы считаете нужным. Что-то у нас прыгает, что-то убегает, но это не столь страшно. Теперь я все это притрушу с салатом или шпинатом, что у вас есть. Все будет вкусно. Теперь я положу свежие помидорки. Будет у нас великолепно, вкусно, красиво. Смотрите уже, как все у нас красиво. Очень полезное блюдо. Сплошной белок. Кому нужно набрать белковую массу, ребята, бегом. Берем помидорчики сушеные. Видите, они у меня в масличке. Как я уже сказала, у меня их штукчик 7. Да, 7, по-моему. Так. Это тоже отдаст такую прелесть нашему, вроде бы как не очень такому остренькому фаршу. И в завершении, конечно же, герой программы — это тертый сыр. Я вот так подвину. Все это хорошенько мы посыпаем сыром. Сыра много не бывает. Теперь давайте я вот так вот переверну противень, и мы с вами должны вот этой частью прикрыть всю эту шикарную прелесть, которую мы с вами только что сделали. Опять же, я беру пергаментный лист и аккуратно с помощью руки накрываю. Та-дам! Сейчас посмотрим, что у нас с вами получилось. Прикрываю и немножко прижимаю. Вот так вот. Хорошенечко. А теперь заглядываем, что у нас тут такое. Прям какой-то большущий получился у нас с вами чебурек. Теперь с помощью вилочки я вот так вот немножечко, точно как на чебуреках, прижму вот этот краешек. Аккуратненько, вилочка, ничего страшного, если у нас где-то что-то как-то будет не совсем так параллельно и перпендикулярно. Ничего страшного. Покрутим вот так наш противень. И вот здесь тоже так засыпем немножко. Так. По-моему, очень даже ничего. Смотрится наше блюдо. Еще чуть-чуть. Теперь, дорогие мои, мы с вами берем не какую-нибудь там панировку, которая вредная, а мы берем вот самый этот цельнозерновой корнфлекс. И хорошенечко, прям немножечко даже придавливаем эту сторону. Сейчас я вам покажу, как выглядит. Это цельнозерновые злаки. То есть не просто там кукуруза какая-то или хлопья, да, на завтрак, а именно цельнозерновые. И вот так вот хорошенько мы все это придавливаем. Это самая прелесть нам даст хрустящую корочку, которая при запекании еще подрумянится и будет ну просто очень и очень вкусненько и полезненько. Так, еще раз немножко прижимаем. Так вот, сейчас я вам покажу, как этот корнфлекс выглядит. Вот коробка. И так и называется. Видите, 80% цельнозерновых злаков. То есть здесь нет никакой вредности. Это, конечно же, углеводы, но они длинные углеводы, то есть полезные углеводы. И если мы пару ложек возьмем в наше блюдо, то это никак не отразится на вашей фигуре. Так, это не реклама, вы понимаете, да? Теперь, дорогие мои друзья, я хочу
попробовать перевернуть нашу прелесть на другой бочок. Что я делаю? Прикрываю еще раз пергаментом. И теперь вуаля, берем второй кончик. Переворачиваем. Бух. Видите, какая прелесть. У нас с вами все получается. Так. Открываем нашу красоту. И все также присыпаем нашим цельнозерновым комплексом. Чтобы у нас корочка была с двух сторон. Вот так вот. Все это тоже немножечко прижимаем. Похлопываем. Если вы видите, что где-то у вас не прихватились вот эти самые кончики, то можно еще и здесь вилочкой так прижать. Ну, просто на всякий случай. Ну что, мои дорогие, наше великолепное полезное блюдо готово к отправке в духовку. Сейчас мы все это отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и смотрим по вашей духовке, сколько у вас уйдет времени на выпекание. 30 или 40 минут. Все зависит от того, какая у вас духовка. Посмотрите, какая у нас красота. А как пахнет за счет песто, за счет всех этих пряностей. Ну, дорогие мои, до встречи через минут 40. Я вам покажу наше готовое блюдо. Дорогие мои друзья, посмотрите, что у нас с вами получилось. Посмотрите, какая красота, как я уже говорю, похоже на чебурек. Посмотрите, послушайте. Вы слышите, как это все хрустит? А как это все пахнет? Это же не передать словами. И теперь я хочу вместе с вами на ваших глазах разрезать это чудо, чтобы вы поверили, что это все хрустит и очень даже вкусно выглядит. Я беру ножик и на ваших глазах, чтобы вы мне верили, как я уже говорю, разрезаю пополам, и это и будет нашим ужином. Слышите, как хрустит? А как все пахнет. Так, и теперь я аккуратненько возьму все это в свои руки. И смотрите, какая красота у нас получилась. Пахнет все неимоверно, сыр расплавился, посмотрите. Все хрустит. Ой, слюнки текут. Короче говоря, сейчас я сделаю красивую фотографию и вам все это покажу. Дорогие друзья, полезно, вкусно. У нас здесь нет никаких панировочных сухарей. У нас здесь цельнозерновые отруби, хлопья и так далее, которые я вам показывала упаковку, как это все выглядит. Все очень полезно, вкусно, хрустит. И сейчас с каким-то салатиком мы это все с удовольствием скушаем на ужин. Дорогие друзья, я вам всем желаю здоровья, красоты, стройности, молодости, долгих лет жизни и мира. Готовьте, экспериментируйте, не бойтесь еды, но и помните о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Так что, дорогие мои друзья, спасибо, что и сегодня были со мной. Спасибо, что вас у меня все больше и больше становится. И до новых встреч, до новых вкусных, полезных, легких рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока.